Здравствуйте! Шагая в год свиньи, подводим итоги уходящего непростого года. В 2018 году власти репрессировали белорусов за все, что угодно. За диалог с инопланетянами, за чаепитие у себя дома, за поцелуи цветы памятнику. Короче, продолжаем топ наших самых абсурдных репрессий в Беларуси в 2018 году. Третье место за несанкционированную акцию, которой не было. 1 июня 2018 года гражданский активист Петр Маркелов из Минска разместил в социальной сети фотографию, на которой он держит плакат с IP-адресом сайта Министерства внутренних дел, таким образом выразив свой протест против новых репрессивных поправок в закон о СМИ. Парень был задержан. Милицией на него составлен протокол по части 3 статьи 23-34 КоАП Республики Беларусь. А это значит нарушение порядка проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение 1 года. Провел в тюрьме на Крестина 3 дня за проведение этой несанкционированной акции. А на суде 4 июня стало известно, что акции на самом деле не было, а фото, на котором Маркелов держит плакат, взял на фоторедакторе. Дело затянулось. Судья после показанных оригиналов фото и обработанной фотографии отправила протокол на доработку в милицию, где он и пропал. Но 3 дня в тюрьме и жизни уже, конечно, не выбросишь. Даю справку. Выкладывать фотографии, обработанные в фотошопе, в социальные сети, белорусским законодательством не запрещено. 4 место. Репрессии за кормление голубей. Краткая предыстория вопроса. В Бресте началось строительство завода по производству аккумуляторных свинцовых батарей. Строительство ведется в рекреационной зоне, в опасной близости к дачному поселку, местам отдыха и областной больнице. Жители Бреста возмутились опасным строительством. Было собрано 37 тысяч подписей граждан, которые и были переданы в администрацию президента. В 2018 году. С конца февраля 2018 года и до сегодняшнего дня, то есть почти год, каждое воскресенье жители Бреста собираются на центральной площади Свободы покормить голубей. Таким образом, граждане выражают свой протест против несогласованного с жителями строительства завода по производству аккумуляторных свинцовых батарей. Местные жители считают, что новое предприятие будет нести угрозу их здоровью и ухудшит экологическую ситуацию в регионе. Поэтому собираются каждое воскресенье кормить голубей, так как считают, что скоро из-за нового завода, построенного с нарушением законодательства, птиц в Бресте совсем не останется. Кормление птиц вызвало массовые репрессии. Тех жителей, кто приходит кормить птиц, а также блогеров и журналистов, которые снимают этот невинный вроде бы процесс, регулярно задерживают, штрафуют и садят на 10-15 суток. Милиция проводит обыски и старается запугать людей. Тем не менее, кормежка птиц по воскресеньям продолжается. Даю справку. Кормление птиц, а также иной живности, котиков, например, или свинок, на улицах не запрещено белорусским законодательством. 5 место. Репрессии за сбор подписей под требованием учиться на государственном языке. Краткая предыстория вопроса. В Беларуси 2 государственных языка – русский и белорусский, с равным статусом, в том числе и в выборе, на каком из них обучаться. 21 февраля 2018 года, Международный день родного языка, в ряде городов Беларуси начался сбор подписей в поддержку белорусского языка и открытие Национального университета с обучением на государственном белорусском языке. В итоге прошли массовые задержания активистов. Общая сумма штрафов по предварительным оценкам составила 290 базовых величин. Это примерно 2960 евро. Всех оштрафованных обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии по все той же статье 23.34 Административного кодекса Беларуси. Даю справку. Собирать подписи в Беларуси не запрещено, и специальное разрешение властей на сбор подписей не требуется. 6 место. Репрессии за бумажные кораблики. 26 ноября 2018 года десяток минчан в знак поддержки задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе оставили бумажные кораблики у здания российского посольства в Минске. 22 декабря 2018 года журналистку «Нового час» Диану Середюк
ее супруга Евгения Батуру и активистку Светлану Коваленко суд Центрального района города Минска оштрафовал за присутствие на акции у российского посольства на целых 20 базовых величин. Это примерно около 200 евро. Итог. Бумажные кораблики стоили гражданским активистам Почти 600 евро. В суд активисты и политики, пришедшие поддержать журналистку, также пришли с бумажными корабликами, которые пытался украсть один из сотрудников милиции. Даю справку. По белорусскому законодательству не запрещено оставлять бумажные кораблики где хочется. Бумажные кораблики не относятся к несанкционированным акциям, требующим специального разрешения властей. 7 место. Репрессии за отказ убить старую собаку и за детские рисунки на стенах. Краткая предыстория вопроса. Мать 4 детей отказалась финансировать школьные поборы, то есть школьную коррупцию. Как и во многих других делах, связанных с правами ребенка, отказ матери участвовать в коррупции ей же и припомнили. В 2018 году, 18 мая 2018 года, Антонина Шайнюк, мать 4 детей из Гомеля, получила угрозу. В администрации средней школы номер 3, где учатся ее дети, угрозы были поставить ее детей в СОП. Социально опасное положение, когда госорганы могут изъять детей из семьи в любой момент без суда и предупреждения родителей за якобы плохое воспитание и содержание несовершеннолетних. А озвученной причиной угрозы постановки в данную категорию СОП были детские рисунки на стенах в квартире Антонины, а также старая немецкая овчарка, о которой заботились дети. Директор школы потребовала срочно усыпить старую собаку и дала срок – 3 дня. Иначе детей поставят в СОП, а затем отберут. Мать, конечно, возмутилась и обратилась к YouTube-блогерам. Дело получило огромный общественный резонанс в социальных сетях. В итоге администрация школы была вынуждена извиняться и закрыть дело. Даю справку. По белорусскому законодательству детские рисунки наличия дома старой собаки не являются основанием для постановки в СОП и изъятия детей из семьи. Наступил 2019 год, год желтой свиньи. Надеемся, что наши граждане продолжат креативить и троллить белорусскую власть. А белорусская власть порадует нас своими неожиданными демократическими решениями. Например, поменяет инопланетную логику на нормальную, человеческую. Желаем всем землянам хорошего и плодотворного диалога не только с космосом, но и со всеми своими близкими, коллегами, соседями. И нет, не буду говорить вам, что нужно сделать. Не буду просить подписаться на наш канал и ставить лайк, но вы же сами все понимаете, как тут все работает-то. Еще увидимся. Жителей, кто приходит кормить птиц, а также блогеров, журналистов, которые снимают этот невинный, собственно, вроде бы процесс. Жители, которые кормят птиц, а также блогеров и журналистов. Да.